Это видео основано на личной интерпретации автора и анализе игры. Представленные выводы являются теорией и могут не совпадать с оригинальным замыслом разработчиков. Видео создано исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не претендует на абсолютную достоверность. Все совпадения с реальными событиями или людьми являются случайными. Представь место, где реальность сказала этого что-то гораздо хуже кошмара, где за каждым лицом скрывается хищник, и каждый выбор затягивает тебя все глубже в отчаяние. В этой игре ты не просто убегаешь от преследователя, ты сражаешься своим разумом, запертым в лихорадочном сне, где ужас ощущается слишком реально. Каждый момент пропитан страхом, и побег ко всем может быть не вариантом. А что, если я скажу тебе, что мы все находимся в этой игре? Потому что эта игра отражает то, какой является жизнь некоторых людей. Возможно, это не ты, но это точно происходит вокруг нас, прямо сейчас. Это та игра, о которой мы будем говорить в этом видео. Целая игра, которая ощущается как лихорадочный сон, воспоминания о горе, опустошении и печали. Возможно, это история с чьей-то точки зрения, история, созданная из истории других людей. Это история с неоступным чувством дежавю, история, которая постоянно происходит вокруг нас. Возможно, эта игра идеальное отражение текущего психологического состояния людей. Было сказано, что эта игра сделана из 5 незаконченных частей, хотя говорилось, что ее не следует понимать в хронологическом порядке. Я все равно собрал все воедино, чтобы понять, как все это связано между собой и увидеть общую картину. И спустя время я собрал это в 3 истории. Мы начинаем с поэмы или чем бы это ни было, что возможно отражает мысли определенного персонажа, для чего жизнь кажется бессмысленной. И все это просто черно-белое, не создан человеком структуры, ни ориентиры, ни какие-либо живые существа не имеют значения в его глазах. Возможно, он устал терпеть боль, которую принес ему мир, и поэтому он решил отпустить волю и отпустить жизнь. В итоге он оказался где-то хуже, чем был раньше. Возможно, как в психологическом, так и в физическом плане. Но затем кто-то пришел и вытащил его оттуда. Однако фраза «реально ли смерть?» Я не имею понятия, что он пытается донести. Возможно, он просто не может поверить, что наконец обретет покой. Персонаж просыпается и сразу сомневается, можно ли доверять тому, кто его спас. И это неудивительно. Любой человек в таком состоянии бы чувствовал бы то же самое. Осматривая комнату, похожую на изолятор, он слышит голос из динамика, который повторяет одну и ту же фразу. Его называют слабоумным недочеловеком. Это может намекать на его психическое состояние, возможно, депрессию. Затем голос предлагает ему испытать особый феномен воспоминаний, пережить идеальную, счастливую ностальгию, вспомнить людей, события и даже самого себя. Все, что ему нужно сделать, принять таблетку или лекарство. Он принимает таблетку и возвращается назад во времени, возможно, в ностальгический сон. Перед этим нам показывают, о чем он будет мечтать. Старый комплекс, где он провел все свое детство со своей семьей, который на самом деле стоял только из его матери. Каждый день был однообразным и обычным, кроме зимы. У него было сильное влечение к зиме. Это может означать его интерес к зиме. Но печально, что зима проходит так быстро. Возможно, он проецирует себя на зиму, считая, что он и зима одинаковы. Теперь, когда он повзрослел, он вспоминает детство уже с более зрелой точки зрения. Я помню, как каждый раз радовался, когда наступала зима, когда я снова видел снежинки на кухонном окне, и я начинал прыгать по кровати, как на батуте, желая, чтобы зима длилась вечно. Но, увы, это было невозможно. Детство рано или поздно учит суровой правде жизни. Ничто не может исцелить мое разбитое сердце, как готовка моей матери, особенно домашнее говяжье рагу. Когда она возвращалась с продуктами, я всегда подкрадывался и заглядывал в пакеты, как только чувствовал запах говядины. Я начинал радостно прыгать, зная, что на ужин будет рагу. Мама стояла у дверного проема и наблюдала за моей наивной детской радостью. Старая газета из 90-х. Мама читала ее каждое утро, попивая сладкий чай. В ней говорилось о девушке, которая забежала из подвала после почти 10 лет заключения своим отцом. Какой жестокий мир, не так ли? Затем они выходят из квартиры в комплекс. Это, думаю, метафора того, какие мы люди. Гуляя по комплексу, мы находим лестницу с чернилами и ручка рядом. Это ведет ко второй истории. Текст здесь, возможно, не мысли персонажа, а содержимое письма. Письмо описывает, что кто-то собирается покончить с собой и молится Господу, чтобы попасть в рай. Позже нам показывают, что письмо, вероятно, написано Катериной, которая умерла от гипоксии мозга в результате попытки убийства. Затем с нами связывается неизвестный человек. Назовем его персонаж 2. Он спрашивает, являемся мы линией помощи. Но это не так. В разговоре видно, что он не в здравом уме, страдает от сильного одиночества и сомневается в своем существовании. Мы пытаемся поддержать его и мотивировать не сдаваться. Спустя время без ответа мы звоним ему, чтобы убедиться, что он в порядке. Он берет трубку, но ответа не последует. И вдруг...
Внезапно история 2 заканчивается. Является ли персонаж 2 Катериной? Мы, вероятно, это никогда не узнаем. Сцена меняется, начинается история 3. Мы в мотеле, и вокруг происходят странные вещи. Звонок с тяжелым дыханием, стук в дверь, сигнализация машины, и внезапно включаются новости о похищенной девочке по имени Кэти. Вскоре нам звонят, и мы слышим откуда-то приглушенный голос девочки, похожий на «Помогите». Полиция приезжает, и нам игра говорит зайти в ванную. Открыв дверь, мы видим похищенную девочку. Вероятнее всего, Кэти. Сцена меняется, и теперь мы оказываемся в лабиринте с непонятным текстом. Я не могу понять, что там написано, но если вы разобрали, вы можете мне помочь и написать в комментарии. И после этого момента мы оказываемся вместе с множеством висящих кукол. Японская женщина поет странную песню. Я изучил песню, текст настоящий имеет смысл. Также я выяснил, что кукла называется Теру Бодзу. Традиционные куклы, которые вешают на двери и окна. Способен приносить хорошую погоду, предотвращать или вызывать дождь. Сами куклы изготовлены из простой белой бумаги или белой ткани. Не уверен, что они играют какое-либо значение в игре. Саму песню я не нашел, оставляю это вам для разгадки. Вот такой вывод я сделал по первой истории. Она о суд и ностальгии. Все мы хотим вернуться в прошлое. Некоторые предпочли бы остаться в ностальгии, чем снова бороться. Те счастливые моменты, которые мы бы хотели сохранить навсегда. Воспоминания не истязают, но эхо прошлого уже не услышать. Пытаясь понять историю, я понял, что персонаж 1 хотел умереть, но воспоминания пытались его мотивировать, встать и бороться. Хотя я не уверен, фраза о том, что они едва ли заслуживают эти лекарства, может означать, что если он уйдет, все пережитое станет бессмысленным. Это лишь фрагменты прошлого, которые мы знаем и остаются в сердце. Тихая боль, легкая тяга. Мы носим прошлое внутри себя. Тема второй истории, она самое страшное, насколько это жизненно. Это происходит прямо вокруг нас. Уровень самый высокий среди нашего поколения. Я, кстати, вхожу в это поколение. Мы самое подавленное поколение. Нас не понимают. Что бы мы ни делали, наши действия постоянно подвергаются осуждению. Мы ведем тихую борьбу с одиночеством. И вот, конец третьей истории. Мне в голову не пришли мысли и догадки, о чем она была. Решать вам. Вы можете, кстати, рассказать в комментариях, о чем это было. И да, помните, это всего лишь теория. Возможно, игры скрывают гораздо больше, чем просто развлечение. Иногда за ними стоят глубокие мысли и идеи, которые разработчик хотел бы донести до игроков, а понять их каждый может только по-своему.